израильская музыкальная группа Stormy Atmosphere, состоящая практически полностью из репатриантов, отправляется в заграничный тур. Этой осенью прогрессивные рокеры дадут концерты в нескольких городах Украины. По словам членов группы, в эти нелегкие для украинского народа дни они хотят поддержать людей музыкой. Кроме того, большинство музыкантов из Stormy Atmosphere родились в Украине и посетят страну впервые с момента репатриации. В студии со мной музыканты Тедди Швед и Эдуард Краков. Тедди, Эдуард, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, у кого и когда и как возникла идея отправиться в тур по Украине? Мы выпустили в прошлом месяце, он выходит в сентябре, наш второй альбом. Мы подписали с известным украинским лейблом Metal Scrap, которые пригласили нас в тур на Украину, в 5 городах. Мы с удовольствием решили согласиться и принять приглашение, и посетить родину, в которой я лично не был 25 лет. 25 лет? 25 лет, совершенно верно. И именно в это время, нелегкое время для Украины, решили поддержать нашей музыкой. Тедди, а вы сколько времени не были в Украине? Ну, я лично сам не с Украины, но я там не был. Ну ладно, тогда тоже учитывается. То есть все-таки не все из Украины прилетели? Многие большинство. с Украины. Большинство из нас с Украины и не были еще ни разу с тех пор, как... Эдуард, а почему за 25 лет ни разу не были там? Не получалось сначала учеба, работа и так далее. Вот как-то вот не получалось, вот сейчас вот наконец-то есть возможность такая. Изменение ситуации там заставило это сделать? Не думаю. Им просто пригласили нас, выпустили диск. Именно показать свое творчество получилось именно за границей. И вот так вот. Какие ожидания от поездки? Надеюсь, что мы понравимся. Надеюсь, что придет публика, много публики. Надеюсь, что мы зажгем. И покажем наш Израиль с правильной стороны там. И поддержим публику. Так а что вы подготовили, Тедди? Что вы подготовили для этого тура? Мы будем исполнять песни с нашего нового альбома. Вот, кое-что. Вот этот альбом, я не показываю. Этот альбом о литературе. Вот, классические разные произведения. Мы там, так сказать, озвучиваем. Вот, в основном будут песни с этого альбома, ну и несколько песен с нашего первого альбома, которые мы записали несколько лет назад. У вас есть несколько клипов. Думаю, сейчас самое время посмотреть небольшой отрывок одного из клипов. Вашу музыку нельзя назвать спокойной. Подходит ли этот стиль для нынешней ситуации в Украине? Звуковая дорожка. У нас стиль такой разный, есть более спокойный, более такой бурная атмосфера. Будем рады поделиться. И я надеюсь, что наоборот, вот этот вот заряд энергии, да, поможет. На какую встречу вы рассчитываете? Ну, мы рассчитываем на теплую встречу, приятную. Вот, как сказал Эдик, большинство это их родина. Вот, и они надеются как бы почувствовать, утолить свою ностальгию. Ну, то есть сразу две цели, которые вы преследуете, и людям помочь, и себе приятное сделать. Вполне нормально. У вас, если не ошибаюсь, в туре 5 городов, но среди этих городов нет юго-востока Украины. Почему не собираетесь выступать там?
Мы не отдалены сильно оттуда, но как бы продюсер решил, что именно эти города лучше как бы провести там концерты в плане публики, в плане как бы состояния мирного в данной ситуации и так далее. Вот нас пригласили, мы едем. И именно туда, как бы, может быть, по дороге, если продюсер решит завести куда-то, что-то поддержать и так далее, мы будем с удовольствием. Но есть ведь четкие планы все равно, в любом случае. 5 городов. Кстати, какие это города будут? Это Харьков, если не ошибаюсь, что еще? Кременчуг, Ильичевск, Киев, Ильичевск, Киев и Кировоград. Кировград. Да. Ну, то есть так, вот от Центр юга, такой. да, Да, до вот так вот ближе от к юга, центру. да, на юге будем. Мгм. Замечательно. Вы привезете что-то, что не похоже на то, что есть сейчас в Украине, для того, чтобы заинтересовать там слушателей и зрителей? Я думаю, что да. Не зря, наверное, известный лейбл украинский решил подписать нас. Он послушал наш альбом, услышал что-то новое, услышал какие-то наши изюминки в творчестве и так далее. Так как у нас есть оперная певица в группе, как вы слышали в клипе, певец, состав, я клавишник, басист, гитарист, ударник. И наша музыка как бы смешивает разные стили и показывает как бы другую музыку, которая сегодня может быть менее популярная, но она берет разные жанры и соединяет. И я думаю, каждый может найти что-то свое, и я надеюсь, что мы понравимся. Так. А где источник вдохновения для всего этого, для этой музыки? Ну, из жизни какие-то наши мировоззрения, то, что мы как бы хотим донести до молодежи, вообще для людей, которые слушают музыку, что-то новое, что-то нестандартное от себя. В основном берем это изнутри. Например, в новом альбоме мы решили как бы обратиться к публике, попросить их и сказать, что вот, ребята, посмотрите, какой находится целый мир в книгах. Вот. И мы решили передать именно музыкой вот этот вот мир. И написали предысторию и потом историю, именно рассказывающую о конкретных книгах, известной литературе, классике и так далее. Каждая песня связана со следующей другой? Именно так. Да, Есть это концепция общая. концептуальная, да. Вот. Там речь идет о 6 известных классических произведениях, включая русских писателей, таких как Достоевский, Булгаков, вот, Оскар Уайльд, и Гёте. Все они оказали влияние на ваше творчество? Ну, они оказали влияние на наше воспитание, прежде всего, и мы решили, что как бы, ну, в последнее время хотелось бы, чтобы люди больше читали, больше возвращались к литературе. Так мы хотим как бы передать от себя, потому что нас это воспитало, я надеюсь, достаточно хорошо. Но хотелось бы, чтобы и другие поделиться этим. Слушайте, так во всех песнях посыл старое, доброе, вечное, мол, давайте, вот, добро всегда победит и так далее? Ну, не совсем. Не всегда добро, но как бы то, что есть в литературе, есть и более такой вот позитивный настрой, есть более такой агрессивный и так далее о нашей жизни. Мы брали именно литературу такую более серьезную, мистическую и так далее. Как бы, чтобы описать наши чувства, с одной стороны, с другой стороны, да, поделиться с этими произведениями и дать им посыл как бы публике. Вот, ребята, давайте, читайте. Ну, возвращаясь к вашему туру, если позволите, не боитесь в Украину лететь? Все-таки там неспокойно. Побаиваемся. С нами дама летит тоже, как бы есть такое. Но я уверен, что там будет все нормально, нас нормально встретят, с нами продюсер, с нами водитель. Я думаю, что будет все отлично. Я надеюсь повидаться и с родственниками, и с друзьями. Поэтому, я думаю, принимать будут нормально. Желаю вам удачного тура, желаю вам благодарного зрителя и всего доброго. Спасибо за участие Большое в программе. спасибо, что пригласили. Спасибо. Совсем скоро наша четверговая рубрика «Метеогерой». Узнаем, какая погода ждет нас на следующей неделе.